Всем привет! Сегодня готовлю знаменитый у современности торт «Шоколадный ломтик». И если вы любите шоколадные торты и давно хотели приготовить что-то необычное, шоколадное, обязательно попробуйте этот рецепт. Детям он очень нравится. Делаю тесто сначала для одного тонкого коржа на 4 яйца, сахара граммов 150, щепотку соли. И пока хорошо взобью яйца с сахаром и солью. Сюда вот буквально через пару минут добавляю 2 столовых ложки молока, также 2 столовых ложки растительного масла. И теперь смешиваю сухие ингредиенты. Граммов 100-120 муки, 2,5-3 столовые ложки, 40 граммов, где-то 45 какао и разрыхлителя. Сегодня обойдемся половина пачечки, где-то 5 граммов. Просеиваю обязательно муку в жидкие ингредиенты, перемешиваю. Я всегда люблю еще смешать все миксером до однородности. И тесто готово. Выливаю все на противень. Бумагу пекарскую обязательно смажу растительным маслом, чтобы отделить потом от коржа. Разравниваю и ставлю в духовку 180 градусов. Вот слушайте, минут на 12-15. Проверьте, если хотите, зубочисткой. Пока замочим желатин. Желатина я возьму здесь 14 граммов, одна пачечка, и воды 60 миллилитров. Просто хорошо перемешаю и отставлю. Пусть постоит при комнатной температуре на столе, пока сделаю крем. Для крема сливки 33-38%, граммов 250-260, холодные из холодильника. Сюда положу пару пачечек ванилина и взбиваю сливки до мягких пиков. Несколько минут, они быстро достаточно взбиваются, вот такие вот мягкие пики, и кладу сгущенку. Сгущенки 150 граммов, и она у меня, вот я первый раз, если честно, белорусскую взяла сгущенку, она вот такого цвета, как будто подваренная, хотя не написано, что это вареная сгущенка. Но я ее попробовала, на самом деле очень вкусная, прям качественная, без комочков сахара. Реально вкусная сгущенка, мне очень понравилась она, поэтому она не такого белого цвета у меня. И я еще граммов 100 добавлю сюда сметаны, но сметана у меня здесь около 40%, поэтому такая жирненькая, сильно жирненькая. Тоже граммов вот 100-150 добавляю сметаны. Крем тогда получается прям вот реально очень вкусный. И вливаю желатин. Предварительно желатин я растопила 30 секунд в микроволновке. То есть его кипятить, конечно, нельзя, просто нужно сделать теплым и жидким. И взбиваю хорошо до однородности, буквально еще пару минут. И крем готов. Не ставьте в холодильник, просто оставляю на столе, пока подготавливаю корж. Корж достаю из духовки, накрываю другим листом бумаги, переворачиваю. Легко вот снимается, убирается нижняя бумага. И аккуратненько обрезаю края, чтобы весь корж был ровненький. Эти краешки пойдут сразу в рот и на чай. Разрезаю пополам ровно весь корж. Вот такой вот он тоненький получается, но когда он постоит с кремом, он увеличится в 2 раза. Корж выкладываю на, опять же, бумагу, разделенную на 2, и выливаю потихоньку крем. Половина крема сначала выливаю, распределяю до краев. Затем остальной крем распределяю. Он уже, видите, становится немножко гуще, потому что желатин работает даже при комнатной температуре. Поэтому в холодильник ни в коем случае не ставьте и не затягивайте со временем собирать торт. Ровно распределяю, кладу аккуратно сверху второй корж, выравниваю все бока. Вот такие вот они красивенькие у нас будут, ровненькие все. И поставлю вот сейчас в холодильник, пока делаю глазурь. Глазурь я делаю свою любимую, проверенную уже десятилетиями. Из черного шоколада, здесь вот у меня шоколада 100 граммов черного, 70% шоколад. Масло кладу граммов 15-20. И теперь в 3 захода разогреваю в микроволновке по 30 секунд.
после каждой микроволновки добавляю ложку-две сливок, либо можно молока. Хорошо перемешиваю вот так вот до однородности и повторю еще то же самое 2 раза. Микроволновку по 30 секунд. И вот каждый раз добавляю немножко молока или сливок и размешиваю. Тогда глазурь у вас будет глянцевая. Оно очень похоже, эта технология похожа на темперирование шоколада, чтобы шоколад, когда вы поставите торт в холодильник, он не побелеет, он не потрескается, будет идеально ровный, красивый и глазурь будет вкусная. Часть глазури перекладываю в маленький пакетик, этот шоколад нам понадобится для украшения, а всю остальную вытаскиваю торт и потихоньку выливаю на торт частями, не сразу все. Просто аккуратненько распределяю ложечкой через буквально секунды. Вся глазурь станет гладкой и она сама распределится ровненько. Заливаю тоже вот так вот с краешку, чтобы по краям торт должен быть весь должен быть в шоколаде, в шоколадной глазури. И для украшения я возьму черный и белый шоколад. Белый шоколад глазурь делаю то же самое. Здесь вот у меня вообще половина шоколадки осталась, граммов, наверное, 40-50 белого шоколада. Добавлю также маленький кусочек, граммов 10 масла и добавлю пару ложек молока. До однородности размешиваю, разогреваю в микроволновке 30 секунд, переливаю в пакетик. И глазурь это тоже готова. И вот так вот такими вот движениями хаотичными рисуем вот такую вот абстрактную, не сеточку, а даже полоски, которые очень красиво смотрятся. Сначала черным шоколадом, немножко добавлю белого шоколада и сверху весь оставшийся черный шоколад. И тортик уже смотрится очень красиво, очень эффектно. Ставлю, конечно же, его в холодильник. Лучше всего поставить на ночь, чтобы он тоже пропитался и стабилизировался хорошо. Перекладываю на блюдо, убираю вот так вот бумагу аккуратненько. Видите, почему я использую половинки бумаги, а не целую сразу. Тогда вы никогда не сломаете ни один торт. И вот такой вот он красавец получается. Смотрите, как красиво смотрится. Ну, мне нравится такая вот абстракция. А в разрезе он вот такой вот ровненький, красивый. Корж увеличивается в 2 раза, поэтому не пугайтесь, если на первый взгляд вам кажется, что у вас очень тонкий корж вышел из духовки. Красивый, вкусный и для разнообразия вот такой вот современный торт. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Это очень помогает продвижению канала. И до следующих рецептов. Пока-пока!